Всем привет! В этом уроке давайте добавим в наш сервис продуктовую аналитику. Мы же хотим знать, когда у нас регистрируются новые пользователи, когда они выполняют какие-то ключевые действия в нашем сервисе, чтобы мочь потом анализировать, как вообще растет наш продукт и как здесь ведут себя свои пользователи. Чисто технически мы могли бы создать табличку в базе данных и хранить там какие-то ивенты, по ним строить какие-то графики и сделать вообще внутренний сервис для админа. Но такие вещи не принято реализовывать самому, и лучше использовать какие-то сторонние сервисы. Вот я рекомендую для продуктовой аналитики использовать Mix-панель, потому что ее легко подключить, и внутри нее легко все, что необходимо, анализировать. Вот давайте эту Mix-панель и подключим. Для этого нам нужно, опять же, создать аккаунт и привязать его к нашей почте. Создаем аккаунт и продолжаем. Так, отлично, я ввел почту, и с меня здесь спрашивают. Говорим, что мы инженеры. Кто я вообще? Менеджер команды. Короче, это все не важно. Так, next. Yes. Так, да, говорим, что мы сами будем сейчас все сюда вставлять, что мы разработчики. Так, название организации. Ник. Your company. SaaS. Дата-центр. Ну, пусть в Европе. Отлично. Так, и на самом деле нам главное получить наш токен. Копируем наш токен. И дальше, как обычно, нам нужно задать наши env-переменные. Так, идем в WebApp. Отправлять мы будем данные в аналитику именно с нашего фронтенда, хотя его можно и подключить и к бэкенду. То есть у вас есть какие-то события, которые происходят не на фронте. Да, например, в кроне. И вы можете также из бэкенда отправить данные туда, но большинство данных уходит именно с фронта, так удобнее. Так, .env, white mixpanel APK, наш APK, добавляем его в экзамплы, он не обязательный, и здесь вставляем секрет. Хорошо, теперь нужно добавить это в env.ts. Так, он у нас не обязательный на локалке, но обязательный в проде. Хорошо. Так, теперь нам нужно установить SDK в наш WebApp, npm install, Mixpanel браузер, а также типы этого самого Mixpanel браузера. Ждем окончания установки. Так, и устанавливаем типы. Угу. Хорошо. И давайте определим наши собственные хелперы для работы с Mix-панелью. Mixpanel.tsx. Вставляем код и разбираем. Так, нам нужно Mix-панель инициализировать изначально. Инициализируем ее тогда, когда у нас этот APK указан. Мы его сделали опциональным. Хорошо. Потом пишем небольшой хелпер, в котором мы обернем все наши остальные хелперы, который будет, если вдруг, сначала разберем его работу, да, если Mixpanel APK указан, то этот when-enabled возвращает саму функцию, в которую он был обернут. То есть, по сути, если он у нас включен, то это все равно, что вот так. Да? А если он у нас не включен, то мы возвращаем просто функцию, которая ничего не принимает, ничего не возвращает, и, соответственно, ничего происходить не будет. То есть если Mixpanel APK не указан, то вот здесь будет все равно, что вот так. Все, и эту проверку не придется делать в каждом хелпере. Что касается TypeScript, вот здесь генерик, передаваемая функция, как раз ее тип поставляется в этот генерик, и when-enabled возвращает всегда ту же самую функцию. Вот. Вот такие дела здесь с TypeScript. Теперь разберем сами хелперы. Так, давайте я начну с нижних.
в Mix-панели все делится на две вещи. Это пользователи и события. Как вы отправляете события? Вам нужно в SDK дернуть метод track и передать туда название события. Вот регистрация, авторизация, а также мы будем трекать лайки. Лайк. Вторым аргументом можно передать абсолютно любой скоуп данных, то есть произвольный объект, который будет записан в Mix-панель. Здесь мы хотим смотреть, какой идеей был поставлен лайк. Хорошо. С треком ивентов все более-менее понятно, нам осталось только расставить их в те места, где эти ивенты происходят, и вызывать их. Теперь, что касается юзера. Есть два основных метода — identify и alias. Когда мы говорим identify и передаем туда айдишник нашего юзера из нашей системы, вот мы помечаем, что все дальнейшие действия, которые будут совершаться от этого юзера. То есть, если мы вызвали Mixpanel Identify, после этого все эти ивенты будут также помечены, что их совершил именно вон тот наш юзер с тем айдишником. А есть еще метод Mixpanel Alias. Работает точно так же, как Identify. То есть, после вызова метода Alias все эти события будут привязаны к нашему пользователю. Но также все действия этого пользователя до того, как был вызван алиас, тоже будут применены к этому пользователю. Это зачем такое нужно? Это, например, пришел человек, что-то там на нашем сайте поделал, потом авторизовался, и только после этого у него появился айдишник, а мы взяли и старые ивенты тоже к нему приделали. Поэтому это вот метод алиас. Когда мы будем вставлять в нужные места, станет понятно, как это работает еще лучше. Вот. Ну и Mixpanel Reset — это как бы все сбросить. Обычно мы это делаем, сбросить информацию о юзере. Мы это делаем, когда человек выходит из системы, делает логаут. Поскольку мы этого юзера определили, но лишь просто связали нашего текущего пользователя в браузере с каким-то айдишником, еще мы можем об этом пользователе передавать любую информацию. Вот, например, то, что начинается на $, это предзаданные поля, которые в Mix-панели имеют особое отображение. Вот e-mail мы передаем вот так. Для никнейма мы передаем в ник. Но мы можем передать сюда абсолютно все, что угодно, и эти данные тоже упадут в информацию о пользователе. Вот этот Mixpanel Set логично вызывать, как только человек был идентифицирован, и когда меняются какие-то данные в его профиле. Хорошо. И здесь я добавляю именно компонент Mixpanel User, который и будет делать следующее. Он ничего не рендерит, мы его сейчас ставим в наш AppTSX, мы будем брать нашего Mi и делаем use-эффект, который перевызывается всякий раз, как Mi меняется. Если Mi есть, то мы этого пользователя вызываем эту функцию и данные о нем обновляем. Если вдруг у него поменяется e-mail, опять же это стригерится и данные поменяются. Если он разлогинится, в Mi станет null, и тогда вызовется reset. Так, отлично. Давайте теперь везде это применим на местах. Так, давайте сначала в AppTSX задефайним нашего юзера. У нас есть здесь в центре юзер, будет Mixpanel User. Хорошо, это сделали, и благодаря тому, что мы импортировали этот файл прямо в AppTSX, соответственно, и вот это тоже сразу вызовется, и Mixpanel будет инициализирована. Хорошо, сюда добавили. Теперь пойдемте разберемся со страничками авторизации и регистрации. Так, Pages, Auth, Sign In Page. Так, что здесь нужно сделать? Вот человек авторизовался, и мы должны по-хорошему сейчас его идентифицировать не через alias, а через identify. Угу. Вот так вот. И сюда мы должны передать user ID. Но у нас сейчас на моменте авторизации user ID еще нет. У нас user ID приходит, когда мы вызываем getMe. Поэтому нам нужно поправить наш endpoint sign-in и возвращать в том числе здесь user ID специально для Mix-панели. Нам ничего не мешает это сделать. User.id. Просто вернули, возвращаемся в фронтенд и берем этот user ID. Все, теперь он у нас есть. Отлично, мы идентифицировали пользователя, но также он совершил вход, поэтому нам нужно трекнуть это событие. Mixpanel, track sign-in. В track sign-in у нас просто трекается это событие без дополнительных параметров. Хорошо, сюда добавили. Давайте теперь разберемся с страничкой регистрации. Логика очень похожая. Нам опять же нужно получить айдишник, user ID. Ага, он там возвращается.
а он там не возвращается. Соответственно, его тоже нужно добавить в эту мутацию. Return user ID, user.id. Возвращаемся. Угу. Так, и вот здесь мы уже вызываем не identify, а alias. Потому что если человек регистрируется, значит, он до этого что-то делал, и те события нам бы тоже получить. А также нам нужно трекнуть само событие регистрации. Track sign up. Хорошо, с авторизациями разобрались. На логаут нам ничего вешать дополнительного не надо, потому что мы уже добавили сюда mixpanel user, и когда юзер разлогинится и ми станет нулом, мы автоматически выполним reset. Хорошо? Хорошо. Так, и нам остается трекнуть события лайка. Поэтому идем на страницу просмотра идеи. Так, идем в like button. И в то место, где мы кликаем по лайку, ну вот здесь, да, и нам нужно после того, как выполнится эта мутация успешно, вызвать событие лайка. Ну, давайте это и сделаем. Можно здесь записать then. Так. Хорошо, в принципе, нам даже никакие ответы от этой мутации не нужны. И нам просто нужно вызвать метод mixpanel like. Да? Так. И мы сюда передаем идею целиком. Вот. И указываем ID. Ну, единственное, что получается, мы здесь трекаем и лайки, и дизлайки. Ну, и варианты какие. Мы можем что сделать? Можем передавать идея и isLiked by me сюда. IsLiked by me. Вот. Этот isLiked by me мы можем брать, исходя из этого. То есть можем передать вот так. Вторым значением, да, и здесь его использовать. isLiked by me. Вот. И передать просто его вот сюда. Мы можем сделать так, но я не хочу вообще, в принципе, трекать вот эти вот состояния, что человек что-то там лайкнул, дизлайкнул. Давайте считать только лайки. И опять же можем это сделать следующим образом. Можно выставить здесь вот так вот. If он передает liked by me, тогда прокинуть сюда. Ну, скажем так, более грамотно будет, если вы все-таки достанете это значение из мутации, потому что, мало ли, вдруг там что-то не то произойдет. Вот и здесь можно idea и is liked by me. Достать это так. И если он ее лайкнул, то есть вот это вот здесь мы получаем ответ из нашей мутации. Вот. И вот так вот, пожалуй, будет более корректно. Угу. Хорошо. Сюда добавили. И, наверное, можно пойти посмотреть, как это у нас сработает. Угу. Переходим во фронтенд. Все загрузилось. Ага. Можно посмотреть на network. Делаем логаут. Что-то так и не видно, если здесь запрос от mixpanel. Давайте расставим наши консоль-логи, чтобы посмотреть. Давайте расставим наши консоль-логи, чтобы посмотреть, что это действительно происходит. Ага. Это может выглядеть страшно, но тем не менее. Лучше поставить и один раз убедиться, что все в порядке, а потом удалим. А в дальнейшем, когда вы будете добавлять ивенты, вам уже не потребуется все это проверять, вы будете и так все это знать. Угу. Ну, давай. Panel track. Mixpanel track. Mixpanel track. Угу. Так, ну все, эти уже мы определили. Еще раз обновляем страницу, идем в консоль. Mixpanel reset вызвался, потому что мы не авторизованы. Авторизовываемся. Что произошло? Identify
потом был вызван трек sign-in, потом был вызван people set. Отлично. Так, давайте разавторизуемся. Вызван Mixpanel reset. Регистрируемся. JJJ. У нас уже есть JJJ. А может, мы его удалили. Он у нас в тестах, видимо, еще удалился тогда. Так, мы авторизовались. Видим, трек sign-up был. Хорошо. И people set, куда мы передали наш email ID-шник. Идем лайкать идею. Лайкнули. Произошел лайк. Лайк отжали. Ивента нет, как мы и хотели. Еще раз лайкнули. Еще раз ивент отправился. Так, хорошо. Ну и давайте по другим пользователям что-то еще поделаем, чтобы у нас были разные события в системе. Так, и ID 1 лайкнем. Отлично, лайков наделали. У нас эта кнопка разблокировалась. И мы теперь можем посмотреть на наши данные. Тут на самом деле давайте начнем с юзеров. Ладно, уже загрузились ивенты. Вот что мы здесь видим. Просто перечень всех ивентов. Здесь можно настроить все возможные фильтры и так далее. Вот. Но это тоже как бы целый мир. Как это делать? Тут можно вплоть до когортного анализа, воронок и так далее делать. И для каждого проекта это уникально, что именно вы хотите здесь трекать. Вот. Суть в том, что это можно делать. Можно выбрать события. Причем, видите, что здорово. Их не надо предзадавать. Какие передали, такие здесь и будут. Ладно, вот есть события. Show all events. Так, а legacy должен быть тоже. Сейчас удалим страницу. Так, ну я почему-то здесь не вижу лайка. Но если его ввести принудительно, то он есть. Не знаю, возможно, события еще сюда все не подтянулись, но, по идее, они должны быть отображены здесь. Ладно, все, можно фильтровать. Можно провалиться в одно конкретное событие. Вот, например, у нас зарегистрировался человек. Можно его открыть, и мы здесь видим, с какой страницы это прошло, какая-то информация о браузере, страна и прочее. Вот. Тут же должна быть информация и о пользователе. Так, Your Properties, Mixpanel Properties. Так, давайте сначала посмотрим, появились у нас юзеры. Должно быть все к ним привязано. Так, юзеры. Так, 2 юзера есть. Имя у них не указано, но указаны их e-mail совершенно верно. Можно провалиться в юзера и посмотреть на его Activity Feed. Вот, хорошо, здесь был sign-in, здесь был лайк. Это у нас админ такими вещами занимался. У меня просто интернет тут слабенький, поэтому долго грузится. Давайте еще раз в юзера. Так, и если посмотреть на JJ, то он зарегистрировался и поставил 2 лайка. Ну, отлично, это можно смотреть. Можно создавать всевозможные репорты, сохранять их на ваш дашборд и здесь иметь к ним быстрый доступ. Вот. С Mixpanel, как бы, когда станет понятно, что вы хотите там проанализировать, вы сможете это проанализировать. Вот. Я не вижу смысла сейчас в это погружаться. Это какая-то тема отдельного мини-курса аналитика данных. Но это немного уже другое. Главное, что вы это подключили, вы все ивенты собираете, главное, отправляйте нужные вам ивенты. Потом однажды, когда вы решите, что вы хотите что-то по ним понять, вы просто постройте себе нужные графики. Если вдруг вы осознаете, что вообще вам Mixpanel не нужен, вы можете просто переименовать эти методы, да, там, ну, назовете их потом вот так вот event, они во всем проекте поменяются, и здесь используйте не Mixpanel, а какую-то другую систему для трекинга ивентов. Вот, то есть в любом случае это полезно. Расставляйте ивенты, собирайте данные, а потом, когда надо будет, эти данные проанализируйте. Все, можем удалить наши консоль логи, закоммититься и двигаться дальше. Всем спасибо. До скорого.